Всем привет, меня зовут Юлиана, и вы на канале о вязании. Давно не подключалась, давно ничего не снимала, очень за этим соскучилась. И вот наконец-то дождалась момента, когда я подключусь и расскажу вам о своих делах, о том, что я сейчас вяжу, чем я занимаюсь. К нам приезжали родственники, поэтому я вообще не снимала, ни кусочка, ни маленького не снимала, но вязала. Вязала я понемножку. И на чем я в последнем остановилась, я вам рассказывала, что у меня ограничения здесь в пряже. У меня есть только серая пушистая и светлая пушистая. Я вот думала либо зайца вязать, либо вязать собаку. Все-таки на зайца я так что-то и не решилась. Решила я вязать собаку. И я начала вязать собаку из светлой пряжи, из той, которая вязала зайца, и у меня там оставалось, ну, прилично, мне осталось 1,5 мотка практически. Я была уверена, что мне хватит. Вот на 100%. Не знаю, почему я так была уверена. Потом уже, когда мне не хватило по итогу пряжи, я что-то думаю, почему я вообще так вот вообще не рассчитала. Ну, наверное, потому что, в принципе, не было вариантов. Я решила вязать из того, что есть. Так вот, вязала я собаку все эти дни. Вот смотрите, сколько у меня связано. Связана у меня вся вот, ну, верхняя часть, вот, и практически весь живот связан. Единственное, я не довязала подбородочек, ну и задние лапы и уши. Ну вот основная часть у меня связана. Я переживала, что будет слишком пушисто, но нет. Конечно, я постираю, она станет пушистее, но, знаете, вот я перед этим вязала зайца, и мне он не очень нравился. И все-таки я оказалась права, он очень дубовый. Там я вязала много сложений нити и выбрала, наверное, надо было брать спицы потолще. Тут я взяла одно сложение альпаки, там, по-моему, на 50 грамм 140 метров, если я не ошибаюсь, и взяла одну нить кидмахера. И нормально, я даже не помню уже, какими спицами вязала. По-моему, я вязала 3,5. И мне нравится, как получилось. Вязание продвигалось быстрее, во-первых, потому что я уже вообще не смотрела, ну, в смысле, не то, что не смотрела, конечно, я вязала по схеме, смотрела каждый ряд, потому что тут все разные, все короткие и так далее ряды. Но я не думала 10 раз над то, откуда начать, как там, где что. В общем, я уже вязала намного проще. И гораздо проще вязать все одним цветом. Я здесь пробовала добавлять, вот менять. У меня был еще кидмахер бежевый. Я чуть-чуть здесь меняла, но потом я посмотрела, вообще абсолютно не видно, и решила, что ну, нет смысла тратить время, заморачиваться, когда этого не видно. Потому что сама пряжа альпаки, она такая не чистый цвет, а слегка с меланжем, и где-то он более светлый, где-то он более бежевый, поэтому я добавляла просто теплый светлый китмахер, и вот так у меня получается. В принципе, нравится. Не знаю, насколько это будет похоже на собаку, потому что, ну, как-то пушистая собака вроде не очень воспринимается. Ну, что будет, то будет. У меня здесь только одни глаза остались, как раз размера собаки. Но, видите, не хватило пряжи. Я ее сложила. Мы уже через неделю поедем ненадолго домой. И я дозакажу себе пряжу и свяжу. Закончу эту собаку. Но опять-таки я буду заказывать пряжу на Валберис. Там 2 мотка по хорошей цене. И у меня полмотка, наверное, уйдет сюда. Хотя здесь уши. Не знаю, я эту собаку хочу собрать, посмотреть, какая у нее будет морда. Потому что я хотела золотистого ретривера делать. А думаю, а всегда вообще-то я люблю спаниелей. Вот поэтому, не знаю, посмотрю с ушами. Возможно, уши я сделаю больше. Но в любом случае у меня останется целый моток, так уж точно. Ну ничего, пусть будет, мне эта пряжа понравилась, куда-нибудь пригодится. Вот, этим я занималась всю прошедшую неделю. Дальше я что хотела вам еще рассказать. Когда вот у меня были сомнения, вязать, не вязать зайца, я вам рассказывала, что мне не очень понравилось эта работа не до конца. Мне понравилась там мордочка, уши, но вот в целом чего-то, что-то мне не так. Возможно, это как раз потому, что он очень плотный. Если бы я вязала другими спицами, он был бы более податливый, возможно, я бы не так относилась к нему. Поэтому я искала и нашла еще одного кролика, также по описанию Клэр.
Я нашла этот мастер-класс, и буду вязать по нему. И у меня вот есть серая пряжа, я думала вязать в одно сложение серая пушистая, ну, потому что мне надо использовать. Она мне, в принципе, она мне вообще к серым цветам в игрушках как-то вот вроде и нравится, вроде и не очень. Хочу использовать на кролика, но вязать в нераспечатанном варианте я не решилась. Постоянно смотреть в телефон, в компьютер. Нет, не хочу, поэтому у меня этот мастер-класс есть. Мы вернемся домой, я его распечатаю и уже буду вязать этого кролика. Он там небольшой, он там до 20 сантиметров, поэтому я думаю, я не очень долго буду его вязать. Поэтому у меня такие планы на приезд домой. Я закажу пряжу. Уже, наверное, вот на днях закажу, чтобы приехать домой, уже все было в наличии. Потом я закажу глаз размера вот на собак. Там, по-моему, 10 штук в упаковке. Потом закажу глаза на размер того кролика. Там они меньше идут. Так, далее. Когда к нам приезжали родственники, муж должен был их отвезти обратно домой. И я под это дело, я же тогда вязала собаку, и на тот момент я была еще четко уверена, что мне хватит пряжи на собаку. Я решила заказать пряжу на куклу, потому что я понимала, что я завяжу собаку, у меня еще останется здесь там несколько дней, и чем я буду заниматься. Я заказала пряжу на куклу. Ну, если бы я знала, я бы, конечно, и на собаку это заказала. Видите, почему-то я так просчиталась. Ну, ладно. Вот, ну, пряжа для куклы мне все-таки пришла, мне ее привез муж. И я очень этому рада, потому что я бы осталась здесь, блин, без вязания, для меня тяжело. Ну, либо с вязанием пришлось бы, конечно, мне вязать по компьютеру, либо по телефону, но это не очень удобно. Поэтому, слава богу, пряжа у меня есть. По поводу выбора пряжи. Если вы меня смотрите постоянно, вы знаете, что первую голову я пыталась связать из хлопковой пряжи, из январь джинс полухлопка. Мне не понравилось, там как-то неаккуратно смотрится. Вторую я вязала вот из газала, и в принципе ничего, ну и не идеально. Я начала искать пряжи, мне почему-то решила я, что я хочу чистую шерсть, в то же время, чтобы она не слишком была ворсистая. Это же все-таки кукла. Искала, и мне попалась на Wildberries пряжа Лана Гато или Лана Гата. Простите, если кому-то режет слух, я не знаю, как правильно. Я заказала эту пряжу, она была по хорошей скидке. Там было 3 мотка, и хорошая была скидка. Я решила ее заказать. Я ее ни разу не пробовала. Но почему-то у меня вот воображение, что эта пряжа более качественная. И мне показалось, что она будет идеальна. И мне она пришла. Вот такая пряжа. Кстати, здесь был бежевый, он, по-моему, назывался как-то нейтральный цвет. Вот как по мне, для кукол он чуть ли не идеален. Он, правда, он не светлый, он не сильно теплый, темный, и он без всякой розовизны. Ну, в общем, мне он очень понравился, этот цвет. Я вам сейчас скажу, цвет 12530. Здесь на 50 грамм. Сколько же здесь на 50 грамм? По-моему, да, 125 метров. Предыдущую пряжу я брала на 50 грамм 100 метров. Мне показалось, это, конечно, толстовато. Я решила взять вот такую пряжу на 50 грамм 125 метров. И начала вязать, выбирала спицы. В итоге я вяжу спицами, по-моему, я вяжу 2,5. Да, 2,5 я вяжу спицами. И поначалу начала вязать, мне было неудобно. Не то, что даже неудобно, у меня как-то пальцы сильно устали. Потом я подумала, что это, наверное, не в пряже дело, а в спицах. Тоненькие спицы, ну, как-то рука напрягается. И плюс к этому я еще вяжу поворотными рядами. И там, когда набираешь голову, там она как-то идет резко на расширение, и вот надо сильно натягивать пряжу, спицы. В общем, так, неудобно. Но потом все пошло как по маслу, уже когда дальше пошло просто ровное полотно. В принципе, единственное неудобство, что да, маленькие спицы, тоненькие, надо привыкнуть. А так, я связала голову. Ну, я, правда, ее еще не сшивала, ничего, но мне нравится результат. Видите, полотно, ну, вам, наверное, так видно, оно получилось довольно однородное. И при наполнении тут явно не будет видно дырочек, потому что спицы не крупные. Также я вяжу поворотными рядами, как я сказала. Но что я меняю? Здесь я голову сделала просто прямую, ну, как обычный круг, без всяких там счетчик, глазок. Просто хочу простую куклу. И я вязала ручки. У меня они вот в таком виде, видите, на одной спице я их пересняла. Почему? Потому что, ну, во-первых,
У меня нет булавок, куда переснимать петли. Надо, наверное, уже все-таки купить, потому что вот такие моменты, они нужны. И я не знаю, как их присоединять, потому что с прошлой кукле у меня это прям стало проблемой номер один, как эти руки вообще присоединить. Ну, некрасиво, никак некрасиво. Я сейчас буду пробовать разные варианты. Я сегодня, наверное, займусь телом, буду вязать тело и буду пробовать присоединять руки, попробую их вязывать. Это, в принципе, все, что я занималась, как бы, такого, что вам уже рассказать, показать. По мыслям, вот к своему приезду я закажу это. И еще, как вы знаете, я не очень, точнее не очень, я вообще не умею вязать на 5-4 спицах, и Magic Loop мне тоже неудобно. Я задумывалась уже о том, купить хорошие спицы, возможно, в этом проблема. И вот смотрю девочек, кто вяжет, и да, они говорят, что спицы большую роль играют. У меня есть обычные китайские спицы, но они как бы, я на них спокойно вяжу, мне они нравятся. Единственное, там у меня короткие, они короткий тросик. И у меня есть с еще более коротким тросиком. Это вот эти, которые пересняла, это как они называются? Knit Pro. Но здесь очень вот этот переход, но я не могу, он меня раздражает, я не могу вязать. Я решила, что я, наверное, сейчас уже выбрала размер вот 2,5 для этой пряжи, для куклы мне нравится. Я, наверное, закажу спицы. Пересмотрела несколько обзоров, вот пишут, что Ади с красной леской вроде бы как идеально подходит, очень мягкий тросик, совершенно нет видно перехода. Так, вроде я по отзывам посмотрела, ну, по видео на YouTube, что говорят, вот 80 сантиметров тросик удобно вязать. Поэтому я еще закажу себе эти спицы. И следующую куклу я все-таки сделаю куклу. Даже если у меня сейчас не получится что-то, я буду вязать еще, пока я не добьюсь. И следующую куклу я хочу вязать круговыми рядами, попробовать, потому что вот хочу так. Все, девочки, пока это все на сегодняшний момент. Рассказать больше нечего. Ну, а скоро с вами увидимся. У меня сегодня следующий день. Не собиралась я снимать, но так получилось, что я сегодня села вязать. Вяжу я ноги куколки, и что-то у меня как-то, вот не знаю, не идет. То ли рука у меня устала от мелких спиц. Ну, как-то вот не идет вязание. Сегодня решила я, думаю, оформлю-ка я голову. Я села оформлять. И оформила так, что сразу к вам решила подключиться, потому что хочу поделиться. Смотрите, что у меня получилось. Вот такое чудо у меня получилось. Как вам рассказать? Я хотела, в прошлой куколке я делала глазки полубусины, ну, потому что у меня других нет пришивные. И у меня их уже и нет. Мне, чтобы их делать, нужно было оторвать с той куклы, которая не получилась. Но я для себя решила, что я хочу попробовать вышить глазки, потому что кукла игровая. И я вот вышила глазки. Когда взяла в руки иголку, я вообще не думала, как вышивать. Вот как шло, так шло. Потом я вышила улыбку и вышила бровки. И вот что у меня получилось. Пока мне вот прям нравится. Все нравится. Я думаю, сейчас буду ли я делать нос. Вот один раз гляну, вроде нужен нос. Второй раз гляну, вроде не нужен. Не знаю, не пойму, нравится ли мне улыбка или нет. Я переделала улыбку несколько раз. Вначале я сделала маленькую, потом сделала больше, потом думаю, что это мелочусь. Сделала такую улыбку, как я хочу. Ну, вот такую большую, широкую, красивую улыбку. И сделала вот так вот волосы, пришила их. Здесь надо их обрезать, эти буклешки одинаково. И потом завяжу хвостики. И, кстати, сейчас вот начала снимать, а у меня тут рядом на столе лежит вот такая коробочка конфет. Мужу дарили еще на Новый год на работе, и так они у нас до сих пор лежат. Я сейчас их достала, и они были привязаны красной ленточкой. Я вот взяла, их так красиво положила, и я их взяла ленточку, обрезала и завязала ей, ну, чтобы была какая-то вот такая имитация хвостиков. Вот так. И вот сразу захотелось с вами поделиться, показать именно процесс. Что? Теперь думаю, ушки какие сделать. Думаю, то ли спицами связать, то ли связать ушки крючком. Хочу прям такие выразительные ушки, чтобы здесь они прям были видны, эти ушки. Ну, нос вот не знаю, буду, не буду делать. А пока это все вот так выглядит сзади головушка. В принципе, вот мне нравится, вот прям нравится, я прям довольна.
потому что первые 2 моих пробы были ужасные, а это вроде ничего. Ну все, пойду дальше вязать. Я уже вернулась домой. У нас дома очень-очень жарко. Ну, сейчас везде, наверное, жарко. Просто в частном доме, конечно, жара переносится проще. А тут жара невозможная в квартире. Я без штатива, конечно же, мы вернулись на несколько дней, поэтому снимаю с рук. Показываю вам свой результат. Вот такая у меня получилась девочка. Я ей сделала ушки, но точнее это второй вариант ушек. Первые уши я связала, они были еще больше. Я связала такие, полностью пришила. Ну вот, не знаю, кажется мне, что ушки ее немного портят. Но я не буду уже ничего переделать, потому что если сейчас уберу, если уши, мне будет казаться, что опять чего-то не хватает. Такая вот она получилась, очень смешная куколка. Вот смотрите, она в полный рост. Возможно, она кажется немножко худенькой, но опять-таки я делала с тем учетом, что я буду делать одежду, и чтобы она не смотрелась у меня такой пухлая. Поэтому с одеждой, думаю, будет хорошо. Также я еще не решила вышить ей, возможно, попробую вышить нос и немножко здесь еще добавлю волос. Ну, это так, в мыслях, не знаю. А пока вот хочу вам показать куколку, уже сесть, смонтировать это видео, выпустить его, потому что я приехала сейчас домой, и дома у меня же вся основная пряжа. Сейчас займусь выбором пряжи для одежды, чтобы уже взять с собой и полноценно вязать ей одежду. На даче я начала вязать уже кролика. Ну, я с собой это вязание не брала. А покажу вам уже в следующем влоге. А так вот такая куклена. Ну, мне она больше нравится, чем не нравится. Конечно, когда не было ушей и была отдельная голова, я вообще была в восторге. А все вместе опять я не особо, я считаю, тут много недоделок. Но здесь что? Здесь мне нравится здесь полностью, как я сделала руки. Это то, как чего я хотела. Одной рукой неудобно показывать. Ну, в общем, ручки мне нравятся. Как я вязала руки, пришила ноги. А, Поворотные ряды вот на спинке у меня видно немножко шов неудачно я сшила. И мне не нравится, как я пришила голову. Старалась максимально аккуратно, но все равно видно недочеты. Поэтому в следующей кукле, которую я буду вязать, я опять-таки немножко переделаю, но это уже все потом. А пока вот так. Пишите, нравится вам, не нравится. Такая вот она немножечко смешная, но думаю, одежда, с одеждой она будет восприниматься по-другому. Я ее, конечно же, еще, наверное, подстригу. Так, и хотела вам что еще показать. Пусть пока куколка будет в кадре. Я себе долго выбирала пенал. Пенал для вязальных принадлежностей, потому что я сейчас вяжу в разных местах, постоянно перехожу с места на место. Мне неудобно. У меня такой есть пластиковый как бы пакетик, в котором все лежит. Мне очень неудобно. Я искала долго пенал. Мне нужно было, чтобы у меня было много карманов, и он был вместительный. И вот этот мне понравился. Тут есть такой потайной кармашек. На молнии. Мне очень важно, чтобы был на молнии и в то же время, чтобы он был прозрачный, для того, чтобы можно было складывать разного размера иглы для вязания. Ну, такие какие-то вещи, которые очень маленькие, вот, но которые постоянно нужны. Так, далее тут у меня большой карман. Сейчас вам расскажу про спицы. Вот большой карман. Я, если честно, особо тоже еще его не рассматривала. Я вот только это забрала и положила. И все. И сейчас с вами его смотрю. И здесь еще вот такое отделение. Сейчас одной рукой неудобно. Вот, смотрите, вот такое удобное отделение. То есть здесь я положу, ну, в общем, можно найти тут что куда положить. Много отделов, какие хотела. И самое главное, есть вот такой огромный большой отдел, куда можно положить все, что без упаковки. Там всякий карандаш, допустим. Ну, в общем, все, что надо. Такой пенал я много пересмотрела, потратила много времени. Я и гамовские находила, но они в основном идут органайзеры для спиц. Мне не нужны для спиц, мне не так уж их много, а прямые спицы у меня в чехле. Я лучше для круговых спиц подумаю купить хороший набор. Но это в общем, пока вот мне нужно было то, чтобы у меня поместилось абсолютно все. Я, когда его наполню, этот пенальчик, ну, уже когда вернемся на дачу, я вам постараюсь не забыть показать. Вот, и заказала я все-таки спицы, забрала я. Вот такие Ади 80 сантиметров. Ну, я их не доставала, я так на пункте выдачи посмотрела, что они ровные, без изъянов. И прям вот пощупала, по-моему, тут идеальный этот переход. Ну, о своих впечатлениях я вам расскажу потом, когда уже повяжу. Скажу как. Ну, я думаю,
Надеюсь, что мои впечатления не будут отличаться от впечатлений всех, кто на них вязал, чьи обзоры я смотрела. По поводу пенала, если вам такой нравится, напишите мне в комментариях, я вам скину ссылочку. Все, девочки, на этом пока. Очень скоро с вами увидимся.